Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Это мое видео сегодняшнее. Это максимальный, можно сказать, подробный, жесткий и бескомпромиссный разбор 3 последних эфиров в TikTok аккаунте Оксана Казимова 111, то есть того самого аккаунта, который фактически является рупором Татьяны Мусихиной и ее так называемой группы поддержки Вячеслава Зинченко. Значит, я хочу, чтобы вы в полной мере, друзья, увидели тот масштаб обмана, манипуляций и циничного выкачивания денег из людей под видом борьбы за справедливость, который практикуется на этом аккаунте. Друзья, можете ставить иногда этот мой спич на паузы, чтобы хорошенько осознать, о чем я говорил или буду говорить. Поэтому давайте вы внимательно послушаете меня, потому что я не намерен смягчать формулировки и терпеть дальше ту ложь, тот фарс и ту финансовую пирамиду под видом благотворительности, которая практикуется на этом аккаунте. Если вы, друзья, поддерживаете Зинченко, это ваше право. Если вы считаете его виновным, это тоже ваше право. Но когда под видом поддержки невиновного человека из людей выжимаются деньги без единого отчета, без прозрачности и с постоянными атаками на тех, кто требует правды, это уже, друзья, не поддержка, это уже преступная схема. И я, Валерий Табаков, намерен эту схему разоблачить до конца. Для начала напомню общую картину, чтобы все, даже новички, все поняли. Убийство Ирины Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Вячеслав Зинченко был задержан через несколько дней в Днепре. С тех пор прошло более года. Дело рассматривается в Шевченковском районном суде Львова. Прокуратура предъявляет следующие доказательства вины Зинченко. ДНК-следы Зинченко на месте преступления, адерологическую экспертизу, которая показывает совпадение запаха на месте преступления с запахом Зинченко на 99,9%. Данные с телефона Зинченко, мемы с Фарион, карты Львова, фото оружия, переписка о покупке пистолета. Следующее доказательство – это гильза, найденная на месте преступления, и мотив – радикальные взгляды Зинченко, ненависть к Фарион как к символу. Защита Зинченко отрицает все, заявляет о фальсификациях, подбросах улик, несоответствиях в показаниях свидетелей. Судебные заседания, последние, переносятся уже почти 10 раз. Уже более 20 переносов было. Арест продлен с 5 марта по 4 мая 2026 года. И, судя по всему, этот арест, содержание Зинченко в СИЗО без права на залог будет продлеваться еще и еще. Теперь к главному герою сегодняшнего моего видеоразбора Татьяне Мусихиной и ее TikTok-машине.
Аккаунт Оксана Казимова 111 ведет человек, который близок к Мусихиной, то есть ее доверенное лицо. На нем публикуются все эфиры, которые ведет сама Татьяна Мусихина. Эфиры идут регулярно и публикуются на этом TikTok-аккаунте. Просмотры падают, но донаты продолжают собираться. И в каждом эфире на этом аккаунте одна и та же схема. Повтор старых тезисов. Эмоциональный накал. Обещание, что скоро мы все раскроем. И, друзья, обязательный призыв донатить на карту мамы Зинченко без малейшего отчета. Я здесь сейчас разберу 3 последних эфира на этом аккаунте. По минутам, по аргументам, по лжи и по деньгам. Самый свежий первый эфир. Длительность его около 54 минут. Он состоялся вчера, 9 марта 2026 года. Просмотры жалкие, 1057. Лайки 87. Комментарии 8. Репосты 5. И это уже признак того, что интерес к этим эфирам падает. Содержание этого эфира начинается с приветствия, ответа на чат, затем идет длинный монолог Мусихиной о деле. Основные тезисы этого монолога. Свидетели описывают убийцу как худощавого, женоподобного, рост 180 сантиметров в прозрачных очках, а Зинченко – это атлет выше охранников, спортсмен и якобы не подходит под это описание. Следующий тезис Мусихиной – это несоответствие в показаниях свидетелей обвинения. Разные цвета волос под панамой, разные даты приезда во Львов. Далее речь об алиби Зинченко воображаемой, так сказать, невиновности, воображаемом алиби. Зинченко играл в футбол, говорит Мусихина, в Днепре 5 и 7 июля 2024 года, и это доказывается видео его участия. И поэтому Мусихина говорит, что Зинченко не мог быть во Львове раньше, а свидетели говорят, что он сидел 2-3 недели до убийства. Фальсификации, о которых говорит Мусихина, фальсификации доказательственный Зинченко. Портрет подозреваемого, как она объявляет, сделан в Photoshop. Гильза, которая является вещественным доказательством и найдена на месте преступления, блестящая и подброшенная. Парафиновый тест, который был сделан Зинченко, отрицательный. То есть следов пороха на Зинченко не нашли. И книги, которые читает Зинченко, электронные книги, которые закачаны на его аккаунт, телефон, история, психология, это, как говорит Мусихина, не улики. Суд переносится из-за болезней адвокатов Зинченко, стороны защиты. И Мусихина заявляет, что доказательства обвинения, протоколы без адресов свидетелей, фальшивые таймстампы, запрет на трансляции из зала, все это недопустимые вещи, недопустимые доказательства. Следующее заседание, как заявила Мусихина, 18, 19 и 24 марта этого 2026 года. Кроме того, Мусихина объявила, что у Фарион было 4 уголовных дела, и угрозы в адрес Фарион поступали давно. И заканчивается или постоянно это заявляется призывы донатить маме Зинченко, думать критически и приглашение на следующий эфир
в среду 11 марта 21:00. Друзья, теперь что же это был за эфир? Это эфир как бы калька со всех предыдущих эфиров. Это ничего нового, это не обновление, а пережевывание того же самого, что звучало и год назад, и месяц назад, и неделю назад. Постоянно одно и то же, одно и то же. Никаких новых экспертиз стороны защиты, никаких сканов документов, никаких результатов ходатайств. Все на уровне «я так думаю», «мне так кажется», и все это знают. Алиби на 5-7 июля 2024 года ничего не доказывает. Убийство было совершено 19 июля. За 2 недели можно 100 раз съездить во Львов и вернуться обратно в Днепр. ДНК Зинченко совпадает с ДНК на месте преступления. Запах совпадает с запахом Зинченко и на месте преступления. В телефоне найдены мемы с Фарион, переписка о покупке оружия. И это в эфире Мусихиной не объявляется. Это полностью игнорируется. Вместо контраргументов стороны обвинения, вместо фактов, эмоций, заявление о том, что юноша невиновен, система против него, а фарионисты – это идиоты. А теперь о самом отвратительном, друзья, о деньгах. В эфире минимум 7-8 раз звучит призыв донатить на карту Елены Зинченко. Средства, говорит Мусихина, нужны на экспертизы. Защита, говорит Мусихина, стоит дорого. Помогите маме. Ни одного отчета, ни скриншота, ни суммы, ни на что именно потрачено. Я, Валерий Табаков, уже полгода кричу об этом публично. Где чеки? Где подтверждение, что деньги идут на адвокатов или экспертов? В ответ тишина и атаки на меня. В этом эфире они опять называют критиков идиотами. Это прямой намек на меня и других, кто требует прозрачности и отчетов по финансам. Суд переносится не потому, что система тянет, а потому что защита подает ходатайство одно за другим, адвокаты болеют, а свидетели не являются. Дочь Фарион публично заявила: защита знает, что приговор будет суровым, до пожизненного, поэтому тянет время. В эфире это замалчивается. Вместо этого демонизация жертвы. Угрозы Фарион были давно. У Фарион были уголовные дела. Это низко и подло использовать смерть человека для того, чтобы оправдать возможного убийцу. Просмотры 1057. Для ТикТок это провал. Люди уходят. Комментариев всего 8, и половина из них это вопросы. А где отчеты по донатам? Ответа нет. Мусихина, если вы и ваш человек это читаете, это слушаете, хватит обманывать людей. Покажите хотя бы один документ о расходовании средств на экспертизы или на адвокатов, или признайте, что вы просто занимаетесь сбором денег в темную. Второй эфир, друзья, он состоялся 22 февраля 2026
года. Его длительность 50 минут, просмотров около 800, лайков 60, комментариев 5. Его содержание: критика адерологической экспертизы, собачий тест, ненадежный, сравнение с делом Шеремета, сомнения в портрете 35% открытых частей лица, вопросы к ДНК, почему не сразу взяли, намеки на фальсификации телефона и интернет-активности. Добавлен исторический контекст связей с Фарион, фашистских кругов, российских влияний. Все это для создания теории заговора. О донатах речь многократно. Карта в профиле. Спасибо донаторам. Защита невиновного парня стоит дорого. И опять все вот это фактически стопроцентный повтор. Дежавю. Те же тезисы, что и в предыдущем эфире. Только с добавлением исторического фона, который вообще не относится к делу. Адерология – это признанный метод в криминалистике многих стран, в том числе и Украины. Собаки-детекторы запаха работают с точностью выше 95% при правильной процедуре. Здесь 99,9% совпадений. А контрэкспертизы от защиты 0. Только слова «ненадежно». Донаты снова без отчета, благодарности звучат, суммы называются косвенно, много помогли, но ни одного доказательства нет. Я неоднократно показывал в своих видео скриншоты из группы Мусихиной, когда люди спрашивают, куда ушли 50 тысяч за прошлый месяц. Их банят или игнорируют. Это, друзья, не поддержка Зинченко, это финансовая пирамида. В эфире выборочно цитируют меня, юриста Валерия Табакова. Они говорят, Табаков говорит здравые вещи о ДНК, но, опять же, эти вещи они полностью игнорируют. Что же я говорю? Я говорю о том, что доказательства прокуратуры сильные, а защита не предоставила ничего убедительного в форме контраргументов. Меня используют как удобный цитатник, а потом топят как паразита и блогера. Мусихина лично призывает: не верьте Табакову, не донатьте ему. Почему? Да потому что я требую прозрачности, а она нет. Просмотры упали на 800, до 800 на ТикТоке. Это катастрофа для канала группы поддержки Зинченко. Люди устали от пустых обещаний, типа «скоро покажем схему», «скоро разоблачим собаководов». Зинченко арестован до 9 мая 2026 года. И это факт. Но в эфире это подается, как будто система давит. Нет, это не система давит, а это следствие того, что суд дает защите все возможности доказать невиновность Зинченко, а защита фактически не представляет своих доказательств этой невиновности. Если невиновен, почему Зинченко, например, не прошел полиграф? Почему не публикуются полные экспертизы, о которых заявляет защита и на которые собираются деньги? Ответ очевиден. И третий эфир, который состоялся 14 января 2026 года. Его длительность около часа. Просмотров около 900, лайков 70, комментариев 6. Содержание этого эфира – это свидетельство отца Зинченко, который говорил, что его сын самостоятельный, спортсмен, хороший ученик,
критика прокурора, обзывание Матильды истеричкой, ходатайство о схемах собаководах, гильзах, переэкзаменовке телефона, болезни свидетелей, один из которых вступил в ВСУ. Ну и опять же донаты. Карта не для адвокатов, а только маме. Экспертизы дорогие. Итак, этот третий эфир тоже полная копия всех других эфиров. На нем говорится: семья хорошая, прокурор плохой, ходатайства поданы, но где результаты? За 2 года 0 контрэкспертиз. Донаты снова без отчета. В этом эфире опять открытая атака на меня. Заявляется: Табаков не юрист, Табаков блогер, паразитирует на группе, не был в суде. Это ложь от первого до последнего слова. У меня диплом юриста 2008 года. У меня опыт представления интересов в судах по всей Украине. Я регулярно анализирую документы дела. Я слежу за открытыми заседаниями, когда это возможно. Мусихина дискредитирует меня не потому, что я не юрист, не потому, что у меня низкая квалификация, а потому, что я разоблачаю схему их финансовой пирамиды. Группа коллективная якобы, да, это не группа Мусихиной. Ну, это достаточно смешно. Все знают, кто реальный босс этой группы. Они занимаются перепродажей футболок с лицом Зинченко, мерчами, сборами на экспертизы, и все идет через близкий круг Мусихиной, включая карту не гривневую, а карту валютную. Я видел посты в X и в Telegram, где люди, которые раньше донатили Мусихиной, теперь пишут: Мусихина — это скам. Мусихина, где мои деньги? Мусихина, где экспертизы? На что потрачены донаты? Итак, все 3 эфира, друзья, это один и тот же сценарий. Повторение одних и тех же тезисов без новых фактов. Завтра вы увидите то же самое. Те же самые повторения. Игнорирование сильных доказательств стороны обвинения. Эмоциональный шантаж типа «спасите невиновного парня» и многократные призывы к донатам без малейшей прозрачности. А также атаки на независимых критиков и в первую очередь на меня. Это, друзья, не группа поддержки, это организованная схема по сбору неконтролируемых средств под видом благотворительности. Мусихина и ее команда эксплуатируют трагедию убийства, смерть Ирины Фарион, страдания семьи Зинченко, чтобы набивать свои карманы. Сколько собрано за 2 года? Сотни тысяч гривен, миллионы, никто не знает, потому что отчетов нет. На что потрачены собранные деньги, тоже никто не знает. Я, Валерий Табаков, официально заявляю: в этой схеме есть признаки мошенничества. Если реально деньги идут на защиту, покажите банковские выписки, чеки адвокатам, договоры с экспертами. Если нет, это статья 190 Уголовного кодекса Украины. Друзья, зрители и донаторы, проснитесь, не переводите ни копейки в темную. Если хотите помогать, помогайте, но требуйте отчета. И донатьте тем, кто дает отчеты, а не прячет их под скатертью. Суд продолжается, арест Зинченко продлен,
И если он действительно невиновен, правда все равно выйдет в зале суда, но не в тик-ток-монологах Мусихиной. А пока мы видим только одно – бесконечный сбор денег и бесконечную ложь. Спасибо, друзья, за внимание. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, если цените честность. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.